парни. Здорово. Здорово, Колян. Здорово. Как тебе Питер? Ну, я в Питере уже раз 15, наверное, или 16. Вот. Это один из моих любимых городов. Поэтому я, когда ехал сюда, только с такими теплыми ощущениями. То есть Питер от тебя как встречает Питер-то? Питер хорошо всегда встречает. Вот, иногда подводит погоду, но это мелочи. Ну, иногда это мягко сказать. Да. Женек, как тебе, Колян? Слушай, ну, Колян, ну чё, мы, кстати, реально, да, вот мы третий год, да, херачим уже в Гидре, и, типа, мы видимся на гастролях только, пересекаемся, то есть мы до того, вот, Коля приехал, мы виделись, ну, раз там 6-7 за 3 года, то есть на каких-то нейропанках, ну да, мы постоянно в онлайне, да, в чате на созвоне, а вживую виделись там раз 7, ну, может, 10, нет, ну, где-то 7. Так и было, да, всякие там нейропанки. Ты чё, Колян и Колян? Мы нормально, мы поймали, понял, вайб. Даже, ну, ты когда человека понимаешь, что он подходит к тебе, и у вас совпадает, понял, амплитуды, это даже там через инет видно, чувствуется, там, тебе комфортно с ним работать, мне с ним комфортно, ему со мной комфортно. То есть мы нашли друг друга. Ну, типа, ну, да, нормально. Вот ты Ну, говоришь, просто служивые оба у нас, короче, вот, может, на этой теме, короче. сошлось. Понимание, да, жизненные взгляды точно многие сходятся. Правда, он этот фанат Apple, а я, короче, Android. Он на Маке, а я на Винде. Ну, это такое. Ну, есть такие, да. Мак говно просто. Вот так. Это шутка. Ну, у вас за плечами получается сколько? Более 3 лет работали? Ближе к 5 даже, я бы сказал. Да. Вот, и Ну, 4, да уже 5 скоро, да. за это время было куча наград, куча номинаций. Да. Пощеголяйте ими, чтобы ребята реально осознали всю мощь вот стафа Гидра. Слушай, ну как их не куча была, наград и номинаций-то не особо куча была. Мы там были номинированы на британские вот эти, как она там, ДНБ Awards британские, заняли типа Best Producer на европейских ДНБ. В этом году тоже там что-то нас... Третье, если я не ошибаюсь, 3-е место как диджей и 2-е место с треком. Да, ну короче 3 награды у нас, 2 награды и 1 номинация на крупную такую тему. Ну, вас на самом деле редко можно застать вместе, уж тем более увидеть в деле. С чем связано? С чем связан твой приезд? Мы долго готовились к этому, шли к этому, и мы наконец-то начали альбом. Мы начали писать альбом. Да ладно, Да. красавчики. Да. Вкинули небольшую афишу в Facebook. Вот. Мне уже прислали, что вроде как Itbrain даже сделал репост. Да? Да, по-моему, да. Ну все, значит на Itbrain. Заулыбался, заулыбался. А то там уже гадают, где. Ну мы обещали, да, его сделать на Itbrain, но это такая просто приватная информация, но если они сделали репост, то ладно. Значит, Джейд уже решил немножко подогреть аудиторию этой новостью, да. Да не факт, что ему еще понравится, понял? Мы Ну сейчас да, мы да, там да, катаем мне кажется. такую трушнину, что там, а у Itbrain звук весь острый такой, мясо. Ну не знаю, посмотрим. Но мы Сейчас решили, загадывать так. мы да. решили отойти от каких-то рамок и вот Просто сделать... навалиться вот все, вот это все время, то есть, которое вы могли бы потратить, вы его как-то в кучу, что ли. Ну да, мы вот... Именно продуктивно сейчас будет, да? Да, мы вот все это время, как мы приехали, Женя говорит, до этого говорил, что поедем прогуляемся по Санкт-Петербургу, но в итоге мы понимаем, что это вот мы, по сути, единственный раз, когда сейчас вырвались из дома, вот, это вот к вам на радио, а все остальное время мы сидим и пишем. Да, но мы понимаем, что все равно не успеваем, потому что, ну, на альбом там надо сезон, понял, там на целое лето, например, Сколько сесть. это сезон для тех? Ну, 3 месяца примерно, это 3 вообще месяца, минимум. да, Да. вот прям Сколько треков? Ну, треков 10. 10 треков Да. за 3 месяца? Ну, это вообще, ну, это край. Я так понимаю. Вы Поэтому вообще спите? у нас схема, ну, спим, да. Схема такая была, типа, съехаться, словить вайп общий, накидать именно вот эти грувы, идеи, там, на несколько минут каждого трека, и потом уже финишировать потом.
по раздельности, уже просто доводить Мгм. идеи до конца. То есть, ну, уже просто допиливать треки, а саму идею делать вместе, да. Чего ждать от нового альбома? Боли или наоборот какой-то мягкой? Слушай, ну там разнообразная Глубины. тема получается. Я Всё думаю, ассорти. мы ориентируемся на фанк, что-то такое фанковое. Веселая, задорная такое что ли? Да не, гидра, но фанковая. Гидра Ну там, фанк. там тяжелые, там есть и тяжелые вещи, Оно, но да, мы, есть эти мы тяжелые. начали и такие, понял, такие роллеры глубокие, и прям какие-то там рейвовые мотивы тоже проскакивают, такие хэппи местами, но все равно потом все вернется там в гидру брачную. Да. В общем, как-то да, мы решили Поглядим. прям вот свое видение сделать, не идти там Оставить по свой трендам, след, собственно, и- да? не идти там на каких-то вот поводу там, что там сейчас популярно в топе. Ну да, типа сейчас топ-битпорта, и мы пишем такое. Да, такого нет. Свою тему. Да, То, что нас решили. качает, понял, Да. двоих. Вот мы вдвоем ловим этот вайп от. И меня качает, и Коляна мы То все есть- оставляем, То есть делаем. вы хотите конкретно сами раскрыться, а не подстроить это все под Ну, коммерческую само собой. тему, да? Само Да. собой. Не денег заработать, а просто Да. написать альбом для себя. То есть Это мы не круто. знаем, как оно там потом будет, как его Джейд будет продавать, да. Может, он вообще, да, не зайдет. Но Может, он и реально скажет: не, чуваки, я это не продам, давайте на Нейропанк Рекордс. Ну а разве Ладно. Нейропанк Рекордс не должен стать пристанищем для Гидры, или все же это какие-то как бы друзья, как бы идут вместе, но у каждого Ну. своя дорожка у проектов? Или- время покажет. Ну, да, мы думаю, посмотрим, да, там нету никакой-то общей концепции, как бы изначально там типа туса, да, у нас комьюнити, да, музыкантов, которые в нейропанке все подружились через нейропанк, и, соответственно, у нас есть какая-то там ростер музыкантов, которые будут издаваться на этом лейбле. Но мы типа и не против, если кто-то там захочет из Запада с нами заколлабить, да, и что-то повыпускать, и уже есть наметки на это. А вообще, да, вот за 4 этих года мы помотались по лейбакам, да, сколько их там, этих лейблов уже было, больше 10 разных. И вот это, короче, понял, тягомотина вот эта постоянная со всеми. Некоторые лейблы жестко диктуют свои правила, как надо делать. То Тебя есть прям свой заставляют продал, менять трек. ты Тебя прям такой, заставляют менять трек. Это неприятно. А некоторых надо ждать по 2 года. Там он трек взял, он его забил, и все, он его, короче, маринует. И трек уже актуальность давно потерял, и он его только через 2,5 года выпускает. И вот таких нюансов, их там очень много, и мы такие решили, ну вот открываем лейбл. Ну и в основном, да, сейчас альбом Nightbrain отдадим, а дальше будем смотреть, скорее всего, просто гидру будем на нейропанке релизить. Ну сам себе хозяин, это всегда это. Мы типа, понял, засветились, где надо, там, Ну да, на ключевых да, то есть- лейбаках. Имя уже известно, то есть, ну, и все, Да. и Менеджерская стратегия такая. да, и на, хорошая. ну да, и на свой островок. Тем более у меня опыт большой в создании и ведении этих островков. Ребята, а откуда вот вы черпаете вдохновение? Ведь альбом написать это, ну, это надо его много. Видеоигры. Видеоигры. Во что Ну рубишь? да, да. PUBG в последнее время. С мобила, что ли? Мы вдвоем на мобиле, да, мы устали, понял, раз таки пошли, раздали там хедшотов. Нормально. Ну да. То есть вот так вот. Я тоже настраиваетесь, игромен. Коля тоже игрок, и я игрок. Я вообще всю жизнь играю в компьютерные игры. Ну вот все это фильмы фантастические, компьютерные игры, да, вот они как-то, ну, вдохновляют. Ну вот, а когда уже опыт есть, там уже просто садишься и что-то делаешь, и оно делается. Ну и а пишется. если касаться музыки, может, что у вас в плеере на репите сейчас, что слушаете, или может быть другие направления слушаете откуда-то с другой? Ну, Я диско слушаю и всякий соул там 90-х, 80-х в годов. машине, там, что ли? Вот, ну такое прям, да, вот, Ну, чтобы оно было. Я, короче, рэпчик, хип-хоп всякий старый, олдскульный, и просто чил. У меня в машине просто чиллаут радио какое-нибудь играет, понял? То есть, ну, драм-н-бейсе вообще, это, ну, то есть для меня это вообще работа. То есть как только есть какое-то свободное время, ну, у меня не играет драм-н-бейс ни в машине, ни где-то там, ни фоном когда-то, потому что у меня его овер много и так в жизни, поэтому я себе делаю отдых. У меня постоянно музыка играет вокруг меня какая-то, и это в основном драм-н-бейс всегда, поэтому если есть возможность убежать от него, я убегаю
так отдохнуть. Подзамылило, да? Ну, блин, сколько лет уже? Капец, 20 с хреном. Я стараюсь не слушать драм н бейс не потому, что он мне там надоел, а чтобы в голове грубо не повторялись. Когда начинаешь писать трек, начинаешь вспоминать какие-то треки, оно само произвольно происходит. Мы тут, кстати, недавно начали накидывать трек и поняли, что он похож на другой трек известный. на другой трек известный. Хотя мы даже не слушали его перед этим. И давно не играли. И давно не причем играли, он получился, потом, да. и он получился похожим. И вот это, вот, кстати, это тот момент, когда тебя, понял, хейтеры ловят на плагиате. То есть, ну, это со всеми происходит, со всеми продюсерами абсолютно. Ты типа пишешь трек искренне, но из-за того, что ты обслушался много драм-н-бейса в своей жизни, у тебя в голове все равно сложились рамки, стереотипы, и ты неподконтрольно начинаешь делать похожие штуки, потому что это каноны жанра, а тебя за это потом притягивают. И сложно, короче, вот, и потом объяснить, что, типа, чуваки, ну, вот для продюсера, для того, кто разбирается в этом, он слышит, что это не плагиат, что вещи разные. Но в целом слушатель, когда слушает, обыватель, да, который далек от продакшена, он вайб общий ловит, так, типа, ну, это же одна херня вот с тем треканом, все слезали. И все, и от этого вот потом подмываешься просто годами, и, ну, и не отмоешься. Такая тема. Поэтому это очень такой болезненный, острый вопрос. Надо стараться вот эту тему постоянно контролить, следить, и она тебя тоже ограничивает. Понял? То есть, поэтому штука. я стараюсь не слушать драм н бейс, чтобы вот не вливались вот эти грувы в голову. Чтобы И каждая идея уникальная. Чтоб, то есть была. да, самому придумывать, так оно как-то... Чтобы они хотя бы из другой музыки Да. приходили. Из другой какой-то. хотя бы музыки. Да, может быть, я думаю, что все равно какие-то идут вайбы, допустим, ты там слушаешь там старую соул-музыку, да, и какие-то там гармонии, наверное, все равно что-то оттуда приходит, это влияет 100%. Конечно. Вот, но как бы, когда ты с драм н бейса это черпаешь, оно больше заметно, нежели когда ты с какого-то другого жанра что-то черпаешь. А мне вот не убежать, понял, от драм н бейса, потому что это, да, то есть я его постоянно слушаю, потому что, ну, я имею в виду, что мне вот так вот не отстраниться, но я, ну, вот, и, короче, он играет постоянно, и мне остается только быть, знаешь, каким-то консультантом, то есть реально, Колян, например, там что-нибудь напишет, и вот оно, типа, ну, ты просто как курируешь, типа, добавь чуть-чуть вот тут это, добавь тут это, когда мы удаленно работаем, чтобы оно там стало более трушным, или там, если у него он вообще придумал какую-нибудь там топ-штуку, я вообще не лезу, потому что это реально свежо звучит, и тут вообще, оно так слышишь первый раз, там, настолько необычный трек, вот я когда, например, услышал этот Noise of the Machine, ты когда сделал, то есть он мне прям голову сломал, то есть я вообще подумал сначала, что за херь, как оно все тут странно дропает. А этот трекан настолько зашел вообще всем, там в Европе и везде. И я потом его расслушал и распробовал. То есть он не по канонам был. И я сначала хотел ему втулить советов, как надо делать. Типа, тут то поменяй, а потом решил, типа, не буду. И он реально зашел. И все сработало. С икрой тоже такая, кстати. И с икрой такая же тема Я была. помню, Женя вообще не хотел его. Да, я говорю, это вообще, Да. говорю, такой странный трекан, это очень, я говорю, опасный трекан, очень такой, я говорю, я не ручаюсь, что он типа зайдет, Да, а он и- просто залетел. Да он не то, что залетел, у нас были моменты, когда у нас просто 5 диджеев подряд все... Вот у меня мозг, короче, более зашоренный уже стереотипами намного. У Коляна свежее все гораздо. И вот эта синергия, понял, типа, такой библиотеки энциклопедии и свежей мысли, она работает. То есть мы пришли в итоге к этому звучанию типа нейрофанка в новой оболочке, в новом звуке, каком-то со своими фишками вот этими острыми, коляновскими. И вот эта штука, она работает, она нам нравится обоим, потому что это типа и дань корням, и это в то же время новое, и мы стараемся вот этого курса держаться. Потому что и нас качает, и людям нравится реально. Но у нас и в обратную сторону были такие ситуации. Да. С треком Problem. Я помню, я первую версию написал Проблема, и потом Женя, он добавил туда вот этот вокал, вот эти такие тревожные синты. Да, лиды эти хардкоровские И я добавил. сначала очень так скептически к этому отнесся, потому что Типа оно, совсем трушное стало. ну, типа по-моему. совсем трушно стало, да. Но потом чарт показал. Да, в другое, итоге он все топы побил тоже. Там он сейчас
Там на втором месте у Гидры по прослушкам там на Spotify и в YouTube там и так далее. А Трекан прям трушное мясо такое, понял? Вот это и понравилось, То есть, кстати. у нас, да, вот такая вот есть, вот иногда закрываешь глаза, просто доверяешься слепо, ну, типа, Да, когда мы научились человек- друг другу вот это доверять, да, что типа вот чует он, наверное, норм, отпускаю. И не лезешь, понял, не тулишь свою идею. Хоть и Типа, хочется. мы вместе, да, Да, давай-ка, оно вот мне вот тут не хочется, нравится. да. Ну вот я хочу тут поменять, но ты так сам себя ограничишь, типа, не надо лезть. Пусть вот как будет, как у него, типа, и не надо еще советовать. И оно раз и стреляет. Это прикольно. Ну, то есть какой-то баланс поймали, ну реально. Есть какая-то синергия, Здорово. что-то такое. А по вашему мнению, чего стоит ожидать от ДНБ в ближайшем будущем? Ну или в каком направлении он будет развиваться, именно общее вот. Сейчас очень интересная тенденция. В Англии, насколько я знаю, пытаются сделать такой, знаешь, этот переворот опять всего драм-н-бейса, как вот, знаешь, если фанаты World of Warcraft сейчас знают об этом, что они решили перезапустить просто. Не что-то придумать новое, просто Старую решили тему. со старта начать заново. И сейчас в Англии, насколько я знаю, очень везде начинает играть джангл. Если это действительно произойдет так, что опять после джангла пойдут все стили, как вот они шли в исторической хронологии. Ну, это типа будет возврат очень к нулю, да. Перезагрузка. Это было бы Перезагрузка, здорово, да. да. Но они пытаются эту тему сейчас прокачивать. И Мне очень нравится. если так произойдет, да, сначала сейчас джангл, потом какой-то такой джампап, ну джампап уже, кстати, фигачит, но он такой, но он такой новый. Потом опять Текстеп начнется. текстеп пойдет, да, даркуха, нейрофанк. Если вот опять такое же будет развитие, будет здорово. Ну а сейчас вообще то, что в трендах сейчас, это, джампап очень сильно в трендах, особенно в Европе. То есть там прям вот такой примитивный, понял, вот это 3 рубля лапти, вот эти пошли. Вот она просто, эта музыка, она настолько сейчас вот своевременно, потому что общество вообще привыкло к электронному звуку в целом, и вот такие примитивные мелодии, они уже для восприятия легки. То есть если нейрофанк все-таки еще немножко сложным остается, какие-то там сложные модуляции, то вот такие вот это вообще, там просто рвутся вот эти танцполы везде. Да. Вот там, как этот фест называется, где ССС выступает все время? Не Imagination, а Сейчас. крупный рейв. Я понял. Ну, короче, не суть. Rampage. Rampage, да. Да, на Rampage там просто капец. Только такая музыка играет, и там просто, сколько там тысяч, не знаю, за 10, наверное, людей, они с ума сходят по такой. Ну, вообще, на европейских рейвах джампуха собирает больше всего народу, и это такой же прям мейнстрим. Вот эти вот простейшие мелодии трехнотные. А есть какая-то вот такая прям резкая разница между отечественным танцполом и европейским? Прям вот. Коляну лучше судить, я в Европе никогда не играл. Ну, есть, наверное, да. Вайб совершенно разный. Допустим, в Европе атмосфера, она менее агрессивная. То есть в России, когда ты видишь танцпол, люди прям вот ноги, я вижу, как некоторые просто ноги стирают. А У нас прям танцпол, слэмятся, там да, жестко у нас- разбивают, там дуги эти все. Да, у нас очень европейцы, они как-то, знаешь, у них интересно, они как будто какой-то одной такой компанией, они там скандируют какие-то треки, которые знают, и, наверное, видели много видосов с европейских туз, где фейдер опускают вниз, и весь танцпол поет мелодии, как, знаешь, вот английские фанаты, там, А-а-а. допустим. Ну, кстати, чисто фанатская тема, да. Да. Кричалки вот Да, вот такие. как кричалки, знаешь, какой-то мелодии. Это, кстати, они успех воспроизводят. хита, один из формул хита. Ты делаешь что-то, что танцпол может повторить, прокричать, и все. И Да, это это очень классно трек работает. зайдет, да. И вот у них как-то вот такие вот вайб другой, да. Но иногда, вот я смогу судить только по видосам, которые я смотрю. Иногда включаешь там танцпол какой-то европейский, вроде там херачит кто-то из наших, например, да, какой-нибудь такой музон, под который у нас бы там просто пламя по танцполу жарило. А они просто стоят такой большой массой и качаются такие. То есть они как будто Ну, послушают очень, что-то очень, новое очень какое-то, вяленько да? так двигаются. Но Такого то есть, много они, замечаю. допустим, нам кажется, что вяло, особенно я сначала думал, что
трек не заходит, но если они просто из стороны в сторону качаются, не значит, что их еще не прет. Это может быть, что наоборот им там вообще зашло и все правильно. Но есть, Они просто сами по себе такие. И более есть не некоторые такие треки, агрессивные. которые разносят даже вот Любого, спокойно. Даже европейцы Да, они начинают просто с ума превращаться, да? сходить, да. А русские просто в оборотни, там, волков начинают превращаться на танцполе, там, рвать друг Да, друга. и, кстати, треки, которые работают в Европе, не работают в России. Да. И треки, которые работают в России, не работают Не в работает в Европе. Это вот вообще закон. Да. Ты ставишь здесь трекан, Вот я много в подкасте играю, да, если Колян сыграет треки из подкаста в Европе, у него вообще все разойдутся. Но за исключением, наверное, Noisy. Noisy работает везде. да. Но эти-то Ты- крутые, да. Noisy и One Love, всё. да. Топ-1. Но вот вот в какой момент саунд-дизайн, да, поглотил саму мелодику, вот эти длинные истории басом, там на 4 квадрата. И, ну, почему, по вашему мнению, так произошло? Наверное, в тот момент, когда много зашло... Нет, я думаю, это даже момент начался, когда появилась доступность писать музыку в спальнях. Там комплекс факторов на самом деле. Ну, расскажи свои. Вот. И я думаю, что раньше же писали исключительно на железе. Оно было дорогое, и это было не так просто. Там не было достать. такого у тебя не было возможности такого микроконтроля, как мышкой, понял, автоматизации, все нарезать мелко и Да. сделать музыку более такой. Более детальной. А там у тебя сэмплер, ты там как вот кусками этот нарезал, плюс еще сменились форматы, то есть, понял, там были винилы, там были одни требования, было там построение треков, тебе, грубо говоря, на 6 минут, там то, и, ну, там много на самом деле факторов, но в основном, конечно, смена технологий. Просто из-за смены технологий все ударились в продакшн, открылось поле, где можно реализовать вот именно в саунд-дизайне себя, и все стали забывать про мелодии, стали уходить в поиск. То, что типа мелодии все уже и так известны, стали искать новые текстурки, новые технологические фичи, там всякие там зависимости одного от другого, там всякий синтез сложный. И это понял, но ты погрязаешь в этом, если себя не останавливать, ты можешь вообще в этом утонуть и вообще потерять свои таланты мелодические. Так очень много продюсеров Так, плохо кончило и вообще перестало я музыку думаю, писать. это даже произошло и в мире кино, Во всем. и вообще во всех областях, Во всем, да. как где технологии шагнули вперед, и у людей открылся простор, и люди сконцентрировались не на содержимом, а на продакшене. И, соответственно, акцент идет на продакшн, и сейчас очень много акцента идет именно на саунд-дизайн. То есть ты там слушаешь трек какой-то, и понимаешь, что там есть какой-то звук очень крутой. И этот звук узнаваемый, а там какие барабаны уже, какой там бас, оно уже вторично. То есть я имею в виду для обычного слушателя. Вот яркий пример это Hold You Color, ремикс Noisy на Пендулу. Вот. Там весь, по сути, трек делает вот этот вирусный звук, который Да, звучок. уничтожает любые Группа танцполы. синтов вот этих, да. Да, и... Но он и сам, но он и музыкально хорошо сделан. Не, это понятно, да, но... Они в комплексе работают хорошо. А вот эта штука, она еще поняла, она давит на психологию, на продюсера. Если он в одиночку работает, и он какой-нибудь еще начинающий, там не супер скилловый, то есть оно давит на него. То есть он, даже если идею классную придумал, он трек сделал, он звучит говно. Его никто не хочет играть, потому что вот эту планку, которую задрали, там те же Noisy, да, вот они задрали ее, и попробуй вот приблизься к ней. Если ты не приближаешься, то тебя не воспринимают. И это давит на всех и тоже мешает многим. И что самое удивительное, они стараются, вот вроде бы уже некуда дальше, они каждый год стараются эту планку еще поднять. И все равно что-то удивляет. И Вот ты- ждем, что будет дальше. Мизантроп даже писал об этом. Я говорю, Да. писал EP, но потом ко мне пришел промо от Noisy, и я просто Я такой, не буду писать не EP. хочу, я говорю, да, EP, все уже, все тленное. Удалил все давки. Ну не удалил, конечно. Не, ну успокоился и дописал. Дописал, да, Ну, но они поражают всегда. Ну да, И- что делать? Ты потом просто, знаешь, у многих есть перфекционизм какой-то. Ты, короче, пишешь, и пока ты там
себя оградил, там, у тебя все кайф и все нравится твоему ближнему кругу, а потом ты слушаешь там новый EP от тех же Noise, и такой, ну и что вот все тлен, к чему, зачем вообще что-то делать, если ты не можешь там быть там, даже близко туда? Но есть вот в этом ловушка, даже видео очень интересное есть в Ютубе, о том, что ты пытаешься сделать все идеально, ты там накупишь себе самого дорогого оборудования, изучишь всю там нотную грамоту от и до, там, все изучишь, будешь 10 лет писать трек, он будет идеальный по всем там законам и канонам, и он никому не зайдет в итоге. Вот это, конечно, есть такая ловушка, то есть нужно балансировать на этом, не уходить вглубь. Надо постоянно золотую середину Да. искать. Никаких крайностей, потому что крайность для музыки, я считаю, это прям вообще, это беда. Это, наверное, путь к провалу. Тут очень важную роль еще влияет бытовая составляющая всего этого. То есть это, если у тебя бытовые условия тебя не парят, и у тебя есть, грубо говоря, какая-то классная студийка, у тебя хороший там сетап, и это очень сильно импровит тебя, понял? Ведь спальный продакшн, он все равно спальный продакшн. То есть, ну, пока ты не перейдешь на следующий уровень, то есть ничего не получится. И поэтому путь молодого продюсера такой. Там сначала спальный Жестокий. продакшн, да, потом гастроли, с этих гастролей апгрейд спального сетапа, и потом, если все нормально пошло, уже какое-то там арендованное помещение, строится студийка, и все делается. Вот у нас, например, студии нету такой. То есть у нас спальные сетапы у обоих. И все. Но все равно пытаемся. Вот, Но мы хотим к этому прийти. да, по сути, И вот, мы придем к этому, я надеюсь, в ближайшее время, но не знаю, все равно мы в разных городах живем, то есть придется две строить. вот последние 2 года все средства, по сути, уходят, опять же, на покупку какого-то оборудования. На Мы апгрейд обновили постоянно, мониторы, там, все, что зарабатывается. там, синтезаторы, там, приобрели аналоговые. Ну, какой-то Сейчас такой компрессоры вот. купим на То есть компрессоры. там А чё люди почём? покупают машины, Дорого. я покупаю музыкальное оборудование, потому что, ну, тебя просто вот как-то... Ну, моники там под 200, например. 200 тысяч. Да, компрессор там вообще 350, да, API. Что-то такое. Там синт какой-нибудь 100 с хером. Ну, такое, да. Нормально. Ну, ты полгода просто пашешь на какой-нибудь элемент. Да. Ты просто пашешь. А потом То, у тебя нет чтобы времени писать до него еще дотронуться. круче, Да. чтобы потом Ты постоянно потратить. прокачиваешь. То есть да. это такая же ловушка, по сути. Да, Ну, просто ты ловушка, делаешь да. то, что тебе нравится. Но она очень... Потом, если ты в ней разбираешься, она потом себя оправдывает. И вот сейчас есть большой такой спор насчет железа и цифры. Да. У нас есть чат, там Это постоянный холивор. да, Цифра или железо. там такая небольшая часть драм-н-бейс-сцены российской. Да. Ну, то есть не все, ну какая-то часть там, У нас есть где все, да, есть. и есть Да. где не все. Топчики. И Не топчики, просто какая-то такая своя дружеская туса, так сложилась, случайный чат, и там все поймали друг друга, понял? Всем комфортно там. И мы в целый этом год чате. смотрели, сравнивали видео по поводу железа и цифры. И решили, в общем, поехать на студию. Поехали на студию, там топовое оборудование вообще. Не буду сейчас перечислять. Все. Есть, кстати, в Ютубе видео, можем посмотреть, кому интересно. Там набрать все, я не знаю, как там, паперклип и в студии, наверное, не знаю. Наверное, нас на канале Paper Funk, наверное, это есть. В группе Paper Funk Records, Да. скорее всего, есть Да, ссылка скорее на этот всего, есть видос. ссылка на это Они видео. сделали исследование, Да, поехали. мы сделали небольшое исследование. Конечно, по видео там не очень понятно, но вот сейчас мы используем вот эти файлы, которые мы выражали железным компрессором. Я сначала Жене скинул, он тоже так скептически, ну, как бы, нет. Но вот сейчас мы приехали, я ему показал вот сам лично. И вот ты знаешь, вот подкладываешь под барабаны вот эти железные, то, что мы железом прожали, совершенно другое. Просто дикий Просто пинок вот идет, вот знаешь, отдельно слушаешь, настоящими такими живыми, пробивными, да. отдельно слушаешь, как-то так эффекта вау особо в принципе нету. Но ты подкладываешь под барабаны, Цифрово.
под Да. цифры. Да. Живое, да. да, и все, и просто. Просто начинаем пробивон идет очень. То есть, в комплексе. а комплексе. оказывается, все вместе, вот что рубит Владимир. Да. Ну, И, вообще, да. в принципе, мы пришли к такому мнению, что не то чтобы там цифры нельзя заменить железо, да, можно там. Очень Цифры- много, очень время затратно. Чтобы Да, но это время затрат. вот эти все гармоники, вот эти рандомные, типа, симулировать на компе, то, что тебе за 1 секунду сделает железо там, Тебе придется много времени. на да, это очень долго. А на это можно компрессоре сделать, но ты- это долго. Крутанул 2 ручки, И он сделал И прям всё, все такое Здесь живое, всегда под классно. рукой. Ну да. Ну, Поэтому придется копить на компрессоре. Нас обращали внимание в топовых издательствах, и в этот раз бы хотелось бы узнать, на кого бы вы обратили внимание на отечественной сцене, на зарубежной, можно отдельно, из продюсеров, диджеев. Слушай, тяжело такой вопрос, да, ну, из драм-н-бейса или вообще Топов. в целом? Если из Ну, драм-н-бейса, давайте драм-н-бейса коснемся. Чейзер. Мой фаворит Чейзер. Топчик Чейзер. в Топчик. России. Да? Сейчас пока что А, вот в я Западе? прям хочу, чтобы он Игорек взорвал сейчас. А на Западе? Иван Дор, не знаю, я прям вот тащусь, Иван Дор что-то прям свежее. Не, ну мы про драм н бейс или про Ну, всех? Ну давайте пока про драм-н-бейс. Если драм-н-бейс, Ну, прям топ-3. Твои топ-3 отечественных ДНБ продов. так, Чейзер, потом Чейзер. И так сложно. Нет, сейчас я не хочу никого обидеть. Давай, У меня я, будет один я просто лучше, да, пока скажу что. так, это даже моя все-таки больше поляна русских там. Грубо говоря, через подкаст там уже там больше 300 имен, да, прошло. Ну, Если не больше. да, ну, я тоже ставлю на Чейзера, потому что он хочет этому жизнь посвятить. Видно, он талантливый парень, очень чует фишку. У него свое звучание оригинальное. Он, кстати, его называет нейронуар. Понял? Такое, да. Но это подходит. Нейронуар. Вот это должен подходит. быть. Что это такое, да? Стиль, основанный Чейзером. Это подходит. там. Фэтлов мне очень нравится, но как Самсон, он очень оригинален в идеях своих, он все время присылает, ты просто... Ну, у него Чего взрослая вообще? идея, на самом деле. Он потому что взрослый человек, но так как он уже семейный и бизнесмен, это для него все-таки хобби. Он, конечно, не против гастролить, но там какую-то карьеру, я думаю, он особо не сделает. Но мне нравится, и я бы хотел порелизить его и на нейропанке. Вот. И на третье место там можно вообще там с десяток назвать разных людей, кто сейчас может стрельнуть, я бы никого бы не называл. А из западных там, ну, из топ-1, да, не знаю, кого Всё? еще назвать, да. Да. Не, ну это очень много. Я люблю старый драм н бейс, я люблю Эдраш Оптикал, Кемаля Рабдата, то есть я Ну, так послушиваю. перезагрузка. Ну вот То есть посмотрим, кто-то если может найдутся, занять да. эту нишу. Да. Кстати, он может, Ну, успех какой-то. Мне Очень- нравится, что Инвар Ханзо да. и Рейди делают. Хотел о них сказать. Да, новички, мы с ними очень плотно посотрудничали, нам нравится, мы друг друга тоже ловим. И у них такое тоже как бы трушное звучание и рейвовое в то же время. Минтиз Прикольно. еще. Минтиз хорошие ребята, да, тоже. Прикольно. Они Наши такие- коллаб будут с ними. По-новому старое что-то делать. Ну По-новому да, да, все да, вот да, эту офигенно. фичу, да. Вот Минтизы, Так, кстати, так, стоп. Ладно, продолжим. одни из немногих, кто сейчас прям делает нейрофанк. Вот у них Ну да, настоящие. пытаются прям Да. сделать настоящий нейрофанк. Коллаб. Коллаб с Ментис Да, будет. да, он Да, уже уже готов. готов. Там... Подписан где-то. Нет, он еще не подписан, но он уже готов, ждет своего часа. Круто. Да, да. А Из новых вот релизов там сейчас есть коллаб вот с Минтис, есть коллаб с Инвард Ханзо и Рэнди, есть ремикс на Гридлока с Питиусом, или Пайтиус, как правильно. Питиус, наверное. Пайфиус. Пайфиус. Вот, и что-то еще есть коллаб с Рецептором. Следующий релиз Нейропанка, кстати, будет. Что-то вылез все-таки. что-то еще есть. Есть на альбомчик, есть куча треков еще не посайны. Ну, Ну, в целом мы есть материал. сейчас То есть они сконцентрированы на альбоме. Да. Ну,
Ну, вот это все как-то самотеком ищет просто свой дом, Ну, да, это своих не слушателей. самотеком, это Да, моя он работа, направлен. да, целенаправленно, как их там распределить, понял. Но оно как бы находит, потому что, ну вот, гидру полюбили все-таки в Европе, не знаю, такой какой-то настоящей любови. Ну, как мне кажется, там людям нравится реально, и то есть треки не залеживаются. Мгм. Бывает, их маринуют, но забирают их сразу. То есть нет проблем в том, чтобы посайнить трек. А у многих возникают такие проблемы. Даже не у многих, а вообще у большинства есть проблема с этим. Куда посайнить трек? Сейчас даже больше проблема, что все хотят какой-нибудь трек от нас. Мы просто не успеваем это Да, сделать. очень много офферов, то есть люди там с разных лейблов пишут, чуваки, пожалуйста, коллаб, ремикс, трек, что-нибудь. И типа, и люди такие пишут, уважаемые. И, блин, и как отказать? Вот. У нас еще был, кстати, никто об этом не знает, был такой печальный опыт. Светлая память Кейту Флинту. Мы делали ремикс официально на Prodigy, но мы не успели в релиз, короче. Закончить время. Не, мы его сделали, но мы не успели в шедул, и он не вышел, никогда не выйдет. И мы пробовали там с менеджерами этого Excel разобраться, но уже все, там чисто трек похоронить, его нельзя никуда не показать, ничего никому. И он останется, да, и никто его никогда не услышит. Но он брейксовый. Это не драм н бейс. Будете дома слушать. Ну, мы Мне, слушаем, а мне ну, нравится. Прикольно. Его Колян делал в соло. Вот. Причем там такой был период сумасшедший абсолютно. Не было времени ни на что вообще. Как он вообще его сделал, я хз. Ну, потому что Prodigy. Нет? Нет, это... Ну, бессонные ночи, как Ну там вообще, стандарт. да, реально бессонные ночи Остается. по 2-3 часа сна и сидеть как шахтер, понял, за компом. Ну, это такая тоже работа. Ну, еще бы. Так, ребята, у вас много гастролей за плечами, и вы наверняка сталкивались с всякого рода дичью. Возможно, какое-то кидалово, подставы, потеря флешек, там неисправное оборудование, не туда привезли, не там поселили. Вот именно вот то, что вы сейчас вспоминаете с улыбкой, но тогда было не до смеха. Ну, из-за того, что у Жени уже был опыт гастролирования до этого, я как, знаешь, Он у готов. меня он как антивирус всего этого, и я не могу вспомнить, чтобы какая-то прям жесть такая была. Поэтому У тебя все Всё. гладко. Мы менеджерскую работу свою то есть делаем. Он едет. Один раз я его целенаправленно отправил, чтобы он говна поел, понял? На сказку. Помнишь, и то мне понравилось. Ну это просто, понял, это типа Медного озера в Питере. Это просто какая-то рванина где-то под Москвой, в каком-то болоте вообще. Блин, я бы Какая-то сюда дичь. съездил. Там было классно. Ему Там зашло было классно. целиком. А я вот целенаправленно, то я хотел сначала их отбрить, этих ребят, ну типа Коляна поберечь, чтобы он не видел, думал. Но в итоге он съездил и нормально. А так да, мы стараемся, просто опыт уже есть, я выкупаю всех этих недобросовестных промоутеров на раз, два, три. Вот. А я за свое время, у меня весь список, который ты перечислил, у меня были и Кидалова, и бандиты какие-то, и менты, и ОМОН, и опаздывание на рейсы, какие-то смешные ситуации. И если я начну рассказывать, это на несколько часов. У меня очень куча историй, богата историй про всякие приколы на гастролях. Это вот в рамке интервью. Это очень Ну, мы много. потом как-нибудь Возможно, да. Это надо делать отдельно байки от беса, понял? И мне травить, Байки из короче, хлеба. эту тему, да. Бороду опустишь. Да. А где встречали горячее всего? Вот прям вот где прям отпечаталось в памяти и больше нигде так не было. Когда первый раз в Чехии, помнишь, Коля вышел, а там чуваки просто флаг России развернули Да. такие. Мы такие, ох, нихера. А это одни из первых Это гастролей вот были. было, да, наверное, очень я запомнил. Это как раз тот момент был, когда свет. В общем, я встаю за пульт, Да, да. я встаю за пульт, все, вот мой сет. И выключается во всем клубе свет. Просто рубят, понял, свет вырубают в клубе. Я даже еще не успел этот трек включить. Вот диджей отыграл, последний трек уже играет, все, я уже вставил флешки, отключается свет полностью, все вообще не понятно, как что делать. У меня такого никогда не было, такой ситуации. Я просто стою в темноте, ну и все стоят в темноте. Но они телефоны зажгли и орут, Да. гидра, Да, они гидра, гидра. зажгли телефоны, там включают свет,
И я включаю первый трек Гидра и просто там разорвало Там клуб на все разрыв. куски. И вот и прикинь, и чехи, то есть это чехи сами сделали, то есть кто-то принес флаг России, поднял и вот так скакал просто на первом треке. Нормально. Очень круто было. Да, это прям запомнилось. И на таких тусах я знаю, что есть куча фанатов, которые не уходят без трофея. Это автографы. И часто подсовывают все, что угодно, и расписываются чем угодно, на всяких нелепых, неожиданных местах. Может быть, есть такие случаи. Я расписывался в паспорте и на мокрой майке. В паспорте. Да, Прям в паспорте. Я расписывался, короче, на 100-долларовой купюре, на 5000-ной купюре, расписывался прям в военнике у чувака какого-то, который в Увал сбежал. В паспорте расписывался. А вот, ну, на теле я сразу отказываю, типа, если на теле просят расписаться, ну, это такое. Ну, вообще мы не любим эту тему, понял, мы такие сычи с Коляном, то есть мы не очень публичные люди, то есть мы занимаемся, по идее, творческой работой, которая требует публичности. То есть, а нам это, ну, нам в кайф заниматься музыкой, но не в кайф там торговать мордой. Просто понял? посмотрите фотоотчет Let It Roll Winter. Там все будет понятно, там стоят Came Cooked, И все там, Гриша из Steady Killers, да. Aggressor Banks, и я стою где-то в углу, и там все просто комментят. Все понятно, что ему вообще это Не нравится. не нравится. Ну да, мы не публичные люди, мы не любим фотографироваться, Это даже давать сложно, автографы. Ну это такое как-то, ну, хз, ну, я не знаю. Мне не нравится. Мы не пользуемся Инстаграмом. Да, Колян, то есть я, то есть, ну, У нас это есть канал, потребляцкой да, главной. у нас есть канал, но у меня даже нет к нему пароля. Ну, маркетинговый, Да. просто мы там ведем что-то, и то мне каждый раз, когда я запускаю Инстаграм, меня прям через себя переступают. Вот, понял, в это бурление потребляцкое погружаться туда, где все просто хвастаются. Это просто соцсеть хвастовства, где люди пытаются выпендриться друг перед другом, что-то там, какие-то моменты жизни. Ну, это ради понта все. Ну, мне так кажется. То есть это мое мнение. То есть мне кажется, что это все просто хвастовство, возведенное до апогея. И поэтому она и зашла. Эта соцсеть. Она простая, и там можно понтаизить. Вот это все. Ну, типа, тупить там Для пальцем, для текущего общества, да, и смотреть, как все охуенно. А на самом деле, вот эти фотки, они не соответствуют этой жизни этого человека в большинстве случаев. Что он там красиво сфоткает, по факту это просто какой-то там, ну это левый понт, это не так. В основном, Ну, в основном. да. И поэтому это Ну, есть может же и живые отталкивать. люди, которые прям в жизни. Я смотрю, это юзер Инстаграма. Да ладно. Я просто, может быть, с другой стороны. Не, ну мы радикалы в этом плане, да, мы очень радикально к этому относимся, мы не приемлем. Понты мы не приемлем. Радикально относимся к продвижению музыки через фотографии. Через не музыку. То есть через это тяжело, музыку. да. В наше время это практически нереально сделать, и поэтому тебе приходится идти на уступки в этом говне, как-то с этим бороться. Но мы против этого, но приходится с этим жить, потому что мир такой, и тебе, по-другому у тебя не получится просто. Так, ну и, собственно, вопрос от наших слушателей. И единственный вопрос, который мне понравился больше всего, это какие цели ставит проект на Drum & Bass арене? Какие цели? А мы так, кстати, даже ни разу не Да общались. нет у нас цели, Какие мы у нас цели? делаем, Кайфуете? Мы просто кайфуем, да, и кайфуем. все. Мне было интересно, понял, попробовать себя. Ну, я давно перестал музыку писать. Я писал музыку там на заре всего этого, когда еще толком никто ничего не умел, и мы делали просто как могли, понял? А потом перешел в общественную работу, стал общественным работником, и там себя хорошо выразил. То есть остался диджеем и общественным работником. То есть по работе с массой. Все эти движухи, лейблы, общественная работа, там, подкаст, все это дело. И в определенный момент мне просто стало интересно, как я смогу себя как менеджер проекта выразить. Я сначала давно еще пробовал с рецептором что-то попробовать, но там вообще Митя такое раздолбайство, нереально. А потом вот Колю с Лехой, они прислали годный материал, они как-то сошлись, начали списать. И я говорю, давайте попробуем. Типа я двигаю, вы пишете. Вот. И попробовал, вот и сейчас просто кайфую. Да? Я научился, и
неплохо себя как со стороны менеджера тоже показал. Ну, для себя лично. То есть я не знаю, кто это может оценить со стороны. Только второй менеджер в России, Гриша Гарут. У нас двое, блин, всего, считай. На всю страну. То есть музыкантов, да, музыкантов там под 500, ну, под 300, может под 200, если уже так уровень какой-то брать. И 2 менеджера, которые там работают, грубо говоря, там, с 3 проектами. Ну, потому что не обслужить больше. Не хватает кадров вот именно менеджерской, потому что надо сделать, вот я пытаюсь Коляна оградить вообще от всех проблем, чтобы он вообще не только музыкой занимался, вот чтобы он делал только свое дело, а все там остальное, все вот эту вот херь вот эту, которую потребительский этот мир требует. Вот я просто, да, ну это разная работа. У него тяжелая работа, у меня тоже нелегкая. Вот, и, короче, ну и нормально, а мы просто кайфуем, каждый делает свое дело. А вот сейчас сошлись вместе, чтобы там идеи попридумать для альбома, потому что мне, ну я и так как бы участвовал иногда изредка в каких-то треканах, ну так, на уровне кураторства все-таки, там, пару синтов чуть там пропишу, Коляну раз зашло, он что-то там подставит. Вот, а сейчас полноценно, да, сидим, ловим. Прикольно. Здорово. Блиц. Блиц. По очереди-то отключаем. Да хоть одновременно. Ну давай. Шаурма или шаверма? Шаверма. Шаурма. Фольклор в ДМБ это true или не true? Ну, короче, можно делать true, можно делать не true. Феофан не true, рецепторы Максимова true. Едем дальше. Линк или синг? Линк или... Линк или синг? Синг? Линк. Синхайзер? Или синг? Синг. Линк? FL или Cubase? Logic Pro? Отлично. Ableton. FL. Android или iPhone? Android. iPhone. Раньше было лучше. Раньше айфоны были лучше. А раньше андроиды были хуже. Сегодня будут дапки. Будут датки? Наверное, нет. А Может, может и что-то может будет. будет. Тяжело сказать. Мы я сейчас не просто знаю, мы- экспромтом будем гасить, мы не Да. готовили микстейп. Ништяк, вот это ништяк, да. Напоследок ваши пожелания нашим слушателям, зрителям, диджеям, продюсерам, новичкам, старичкам, собственно, Зрителям, да? зрителям, слушателям, всем. Короче, я вот разобью все-таки на 2 категории. То есть люди, которые в теме этой крутятся, да, продюсеры, диджеи, и люди, которые слушают, слушатели наши любимые, за счет ради которых мы вообще всем этим занимаемся. То есть, да, потому что артист без слушателя это невозможно, да, нельзя писать для себя. Должен быть фидбэк. Мы делаем для людей, люди кайфуют, дарят нам эмоцию. Вот для продюсеров, диджеев и всех, кто в культуре вяжется, я рекомендую стараться относиться к этому как к работе, а не как к хобби. Тогда ваш скилл будет импровиться. Если будете относиться как к хобби, будете деградировать либо стагнировать. А слушателям просто, ну, всем добра, ребята, и спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете, за то, что поддерживаете. Ну, мы делаем, вам нравится, мы этим живем, и я знаю, вас вдохновляет это все и сподвигает на что-то, так как музыка это все-таки главная вещь, которая напрямую рождает эмоции в человеке. Это топовое из искусств, которое напрямую действует на человека и рождает в нем эмоции. Колян. Я пожелаю всем беречь себя и учиться, постоянно учиться, никогда не останавливаться. Те, кто думает, что они все знают, это провал. Здорово. Тогда мне ничего не остается, кроме того, как отправить вас за вертаки и наслаждаться этим месивом вместе с командой Реактор Радио. Спасибо, парни. Рад был вас видеть. Спасибо, Леха. Всем Спасибо. пока. Всем пока.